Приветствую вас, друзья! Сегодня я покажу вам, как вкусно приготовить куриную грудку, как превратить ее в потрясающий праздничный куриный рулет. Все ингредиенты очень простые и доступны, можно готовить это блюдо на каждый день или на любой праздник. Получается очень вкусно. Досмотрите видео до конца, поставьте оценочки и подпишитесь на канал. Ингредиенты для рулета: это одно куриное филе, желательно взять большое, весом примерно 750-850 грамм, молоко, сушеный укроп, приправы для курицы, лавровый лист, 3 яйца, чеснок, сыр и сливочное масло. Филе хорошо промываем, срезаем все лишнее, включая косточки, которые здесь находятся. Я их уже удалила заранее. После этого берем нож, желательно, чтобы он был очень острый, и аккуратненько его разрезаем на 3 части. После нарезки беру каждую часть в отдельности, накрываю пищевой пленкой, можно использовать 1-2 слоя, и хорошенечко отбиваю молотком. В отдельную миску вбиваем 3 яйца, добавляем немножечко соли и хорошо взбиваем с помощью венчика. Вливаем 3 столовые ложки молока, из приправ добавлю немного сушеного укропа и еще немножечко взбиваю. Из смеси взбитых яиц, молока и сушеного молотого укропа жарим пышный омлет. Чтобы омлет получился вкуснее, я жарю его на смеси из растительного и сливочного масла. С одной стороны он уже схватился, поэтому накрою его крышкой, чтобы он схватился сверху. После этого я его переворачиваю и жарю с обратной стороны. Омлет получается очень румяный, красивый, аппетитный. Собирается рулет очень легко. Соединяю все кусочки мяса, стараюсь, чтобы они лежали как можно плотнее друг к другу. Сверху выкладываю омлет. Поверх омлета положу немного чесночного масла. Количество уже регулируйте по вашему вкусу, на ваше усмотрение. Масло придаст рулету невероятную сочность, поэтому я кладу его как поверх омлета, так и поверх мяса. И в последнюю очередь уже кладем сюда сыр. Количество сыра тоже на ваше усмотрение, добавьте больше или меньше, как вы любите. Я думаю, что слишком много добавлять не нужно. Можно еще 2 кусочка и достаточно. Теперь заворачиваю рулет. Он местами может раскрываться. На это не обращаем внимания, потому что в конце мы все это плотненько завернем в фольгу. И после выпекания рулет будет идеально держать свою форму. Оборачиваем рулет фольгой очень плотно со всех сторон, с краю, сбоку, чтобы он очень плотно сидел. Друзья, во время выпекания тогда он будет хорошо держать свою форму. После этого я заливаю сюда воду, примерно до середины формы. Кладу сюда лавровый лист и раздавленный чеснок. У нас есть чеснок внутри, чеснок в форме, здесь в воде, то есть в совокупности. Все это будет придавать мясу невероятную сочность, и рулет получится очень вкусный и при этом ароматный. Все можно отправлять в духовку. Запекаем рулет 35-40 минут при 200 градусах. По истечению этого времени можно разорвать фольгу и дать рулету еще запечься минут 5-7 без фольги, для того, чтобы он покрылся румяной корочкой. Я разорвала фольгу, чтобы рулет слегка подрумянился сверху. По желанию можете дать ему подрумяниться, покрыться более румяной корочкой. Смотрите, здесь достаточно много сока. То есть сам рулет сочный, несмотря на то, что он приготовлен из куриной грудки, то есть из куриного филе. Даем ему остыть, можно дать ему остыть в формочке или переложить на решетку. Пока рулет остывает, можно периодически поливать его жидкостью, которая выделилась во время выпекания, чтобы он равномерно пропитывался этим вкусным ароматным соусом со всех сторон. Остывает рулет достаточно быстро, буквально за минут 10. После этого я его нарезаю и подаю к столу. Лучше нарезать более крупными кусочками, чтобы он хорошо держал свою форму.
Вот такой красивый рулетик у нас получается в итоге. Этот вкусный рулет можно подать с любым гарниром или отдельно как индивидуальное блюдо, например, на красивой тарелке, на праздничный стол. На ваше усмотрение. Расскажите, пожалуйста, об этом в комментариях. Всем заранее приятного аппетита. Увидимся скоро с новыми рецептами. Пока-пока!